закрепить обычным мебельным степлером с скобами. Так как стены в штукатурке и лента скотч совсем не держится на этой поверхности, а временно закрепить скобами очень даже хорошо получается. Ну вот как-то так. Ну вот в этой комнате мы уже подготовили пол для заливки бетона. Настелили пленкой. Пленка 200 микрон толщиной. И так получилось, что я когда ее покупал, мне не сказали, что она с двух сторон спаяна. То есть это фактически мешок такой получается. И я думал вначале раскрыть на 3 метра шириной и вторую пленку сверху положить, чтобы не было лишнего стыка. Но я не стал пленку разрезать. Просто у меня получилось вместо одного 2 стыка. Но опять же таки благодаря скотч-ленте, которая полностью непрерывной лентой заклеивал, то, что вы уже видели в ролике, это в принципе нормально. Там где-то 10 сантиметров на хлыст получается. Поэтому 2 слоя 200 микрон толщиной. Если вы меня спросите, в какую цену, то я вам скажу, мне обошлось 1 метр 77 рублей. Это даже дешевле, если мне ехать в магазин Бауэр-центр или Леруа Мерлен в Новороссийск. Поэтому у нас в Крымске можно купить даже дешевле, сэкономить на времени и на топливе, чтобы ехать в Новороссийск. Вот, как вы видели, временно закреплен скотч мебельным пистолетом, скобами. К штукатурке глиняной очень хорошо он берется. Даже скоба может войти в блок, из чего дом сложен, то есть никаких проблем нету. Скотчем, к сожалению, по побелке невозможно застелить. И в общем-то осталось мне что? Просто сюда положить арматуру. У меня сомнения были: надо, не надо, надо, не надо. И вот после очередной консультации с одним из строителей, Николаем, я все-таки принял решение, что я на этот слой, на нижний черновой бетонный слой, тоже положу арматурную сетку сварную. Почему? Дело в том, что есть такая мысль, что если вдруг вы захотите, не только я, потому что я не знаю, что там через 2-3 года, какие у меня идеи появятся при перепланировке дома. Так вот, если вы захотите перенести какие-то стены, сделать перепланировку в квартире или в доме, так вот, если вы под черновой фундамент положите уже арматурную сетку, то вам в дальнейшем не надо будет делать фундамент под той стеной, которую вы будете устанавливать. И в моем случае получается такая же самая система. Если я сейчас положу арматурную сетку, не самую толстую, там 100 на 100 миллиметров квадраты, толщиной 3 миллиметра, но положу под всем черновым слоем на высоте где-то 2-3 сантиметра, ну как у меня получится, то у меня будет мощная, плотная бетонная плита. И я могу потом переносить стены или мало ли что вдруг захочется. И плюс еще один такой момент, немаловажный. У нас все-таки сейсмозона. И за счет этого, если будет арматура, будут колебания почвы, да, то фундамент все-таки не даст трещину. Я надеюсь, что дом уже 50 лет простоял здесь. Напомню, он 72 года постройки. И он не разрушился. Да, кое-где, кое-что, вроде бы как есть трещины. И вокруг, по периметру всего дома, на верхнем и на нижнем уровне сделан армопояс. Ну, кто знает, что такое, я не буду объяснять. Поэтому, если я установлю под бетон, под нижнюю черновую стяжку арматуру, это придаст только плотность, скажем, прочность дома. Притом цена вопроса небольшая, там в порядке на одну комнату 1000 рублей. Но для европейцев это где-то будет 11 евро стоимость. В Германии это, конечно, гораздо дороже стоит. Но у нас в России 1000 рублей, и комната будет с нормальным, надежным армопоясом. Поэтому на сегодня все. Я еще не приобрел арматуру. Планировал сегодня, когда вот покупал пленку в нашем магазине Кубометра, прихватить и арматуру эту, но получалось так, что на багажник, если я положу 3-метровую вот эту вот решетку, она будет у меня по лобовому стеклу стучать и по багажнику, а машину жалко, она у меня еще не такая старенькая. У меня есть прицеп, и в следующий раз я поеду уже с прицепом и привезу всю эту арматуру уже на прицепе.
Ну ладненько, меньше слов, больше дела, продолжаем ремонт. Ну вот доехали мы до дома. Конечно, рискованно было везти 20 мешков цемента Portland М500 по 25 килограмм мешок, 20 штук здесь. Но рискованно в том плане, что зазор, видите какой? У меня хоть и новые амортизаторы стоят, пружины, но эта нагрузка, конечно, была тяжелая. Ну и благополучно довез, конечно, арматуру. Кто бы мог знать, что так цены поднимутся. Холодно, снег у нас, опять все замерзло, у нас даже вода в ванной замерзла, на кухне есть, а в ванной замерзла. Ну и Арсений, он выйдет погулять немножечко, да, и домой опять бросится. Да, Корсочка? Вот такой мальчишка. Вот, ну что, сейчас буду все затаскивать в дом, готовиться к ремонту дальше. Ну вот быстренько я перенес полтонны цемента в коридорчик, внутрь здания, что на улице холодно, сарай у нас подтекает, в машине его хранить нельзя. Значит, это так называемый Portland цемент, производство Верхнебаканский цементный завод, город Новороссийск. Мешки по 25 килограмм. И вот этой полтонны должно, в принципе, хватить для того, чтобы я смог забетонировать одну комнату, то есть спальню. Там где-то получается у нас 17 с лишним квадратных метров. И толщина черновой стяжки будет 10 сантиметров. Ну и последнее, что я приобрел, это арматуру. Ячейка 20 на 20 из 3-миллиметровой проволоки, скажем, или арматуры. Длина 3 метра, ширина 1 метр. Сразу отвечу, почему 20-ку. Я хотел изначально 100 или 150. Ну, под черновой пол. Думаю, ладно. Все-таки надежнее будет с арматурой. У нас все-таки сейсмозона здесь. Ну и для прочности, чтобы уже знал, что у меня полы нормальные. В итоге 2-метровой длины не было, только 3-метровая. Вот. И когда я смотрел ценник январский, и потом вот приехал уже в магазин в феврале, когда появились средства, возможность приобрести, цена поднялась почти 50% на 150-ку. Я говорю, а в чем дело? Ну вот у нас каждый раз поставка идет с новой ценой. И я уже подумал, ну ладно, раз такое дело, у меня просто в бюджет не вписывался, пришлось взять 20 на 20. Но ничего. Во всяком случае, это лучше, чем вообще без проволоки. Вот так что осталось щебень привезти. Но сейчас у нас на улице морозы, снег, и щебень пока нет возможности привезти. Ну, еще один такой момент. Вот видите, я когда пленку уже настелил, пристреливал скобами к штукатурке пленку. И у меня под окном, под подоконниками штукатурка просто вся обвалилась. Не хотел я трогать штукатурку, но в итоге вот так. Но ничего страшного, это все убирается. Подоконники такие. Все это исправляется, делается. Вот. Видите, из какого камня стены выложены. Да ничего, сделаем, переделаем, уберем. Вот, а у нас за окном, видите, зима, опять зима. Так что ждем потепления. Красота такая, тихо-тихо сыплет снег. Супер, сугробов намело до хрена. Всем привет! Кто сказал, что в Краснодарском крае бывают зимы? Есть зима. Вот она какая. Утром сегодня проснулись. Вот вам, пожалуйста, снег опять намело. О, зима, зима. Когда это все закончится? Только начнем что-то делать. И опять снег.
Работы стоят. Можно опять снеговиков, ледовиков лепить. Вот так наш участок опять выглядит. Ведь уже цветочки были. Травка зелененькая была. Красота снежная. Колодец. Хочу посмотреть, что у нас там с водичкой-то. Ну да, до поверхности земли сантиметров 25 осталось. Вот вам и подснежники. Ну вот кто может подумать, что вот такая зима будет, можно сказать, во второй половине февраля в Краснодарском крае. Снега просто невероятно намело. Уже таял, опять выпадал, опять таял. И вот сегодня уже 19 февраля, а снега по самой не хочу. Я понимаю, это средняя полоса России, Сибирь где-нибудь там еще. Но Кубань и снега столько. Кому хорошо? Арсению хорошо. Он тут по самые свои шарики в снегу, по пояс, я бы сказал, вот так. А мы гуляем. У нас сегодня хороший день. Мы просто гуляем. А вы вместе с нами. Надо вперед, вперед, вперед. Йоу. Давай бегом. Пошли. Гуляка. Гуляем. Глубокий снег. Хороший лапок. Гуляем по нашему району, а нас вот так встречают радостно. Одна собачка, вторая, третья. А Арсений просто идет и молчит. Нам бы понюхать чего-нибудь там, с девочкой бы познакомиться какой-нибудь лохматый, красивый, рыжий, например. Ну, там совсем маленький, это не наш размер, курсик. Идем. А вот там, кстати, даже наш колодец виден. Там дальше наш участок.
нашу улицу возвращаемся. Гуляшка закончилась. Когда едешь с городом, то наш дом, нашу крышу уже видно. Ориентиром служит вот этот вот соседский двухэтажный желтенький дом. Его очень хорошо видно, потому что все в основном одноэтажные дома. А он единственный, наверное, на нашей улице двухэтажный. Снег идет опять. Солнце скрылось. Что Масяня не видно. Масяня, ты где? Масяня! Не видно Масяня. Нету Масяня. Пошли, Урс, идем. Смотрите, как замечательно смотрится юбка в снегу вся. Такое красивое дерево. Чтобы оно было таким красивым, надо за ним ухаживать. Без этого никак. Юбка в снегу. И Урса. Я понимаю, что мои подписчики соскучились по роликам про ремонт, но жизнь такова, что не все в нашей воле. Еще раз повторюсь, немножечко затормозилось из-за того, что, скажу, как оно и есть, средствами свободными я уже не обладаю, приходится их каким-то образом зарабатывать, добывать. Живем на Алину пенсию, но сразу скажу, я не жалуюсь, я оптимист по натуре. Вот, я продолжаю искать работу, к сожалению, есть работа, но она мне не то что по душе, даже не по специальности совсем. Я все-таки ищу, где я могу свои знания и опыт максимально применить, чтобы получить максимальный результат, естественно, и зарплату. Вот, поэтому на данный момент, благодаря хорошему моему знакомому подписчику из Великобритании Сереже, тебе большое спасибо за помощь. У нас работа продолжается, работа по ремонту не останавливается, все немножко влияет на погоду. Вот. И как вы видели, я уже почти готов к цементированию, к бетонированию полов. Нужно дождаться погоды, потому что песок, который у меня на улице находится, он замерз. А у нас сегодня даже вода в ванной, трубы промерзли. На кухне есть, а вот в ванной нету, потому что морозы 11-15 градусов. Давайте будем на позитиве. Поэтому, ребята, как я говорю, стучите в бубен, ставьте лайки, дергайте за колокольчик. Это с вами был я, Сергей Гуд и канал Викинг Лайф. Пока!